Всем привет! Я расскажу о пустыне и ее данжах. Скоро ожидаем пустыню на глобале. В пустыне можно достать разные ресурсы, руны и монеты пустыни. Иногда появляется босс в центре пустыни, с него может выпасть шмот на Корее. У нас все сразу не будет, но что-то из обзора должно быть сразу. Есть задания с наградами и данжи. Данжи разных уровней и типов, дальше будет их обзор. Со всех мобов падают монеты пустыни и разный тяжелый мусор, который меняется на руны. Мобы ресаются очень медленно и расположены маленькими кучками далеко друг от друга, поэтому АФК фарм не выгоден. Для нахождения в пустыне тратится вода, ее дают по одной баночке в день, можно копить запас воды. Кроме мобов в пустыне есть сокровища для сбора и монументы, которые заряжаются, когда вы убиваете рядом мобов. На эти сборы тратится энергия, также энергия понадобится в данже ресурсов. Много разного вида мусора меняется на руны в городах пустыни. Эти руны открываются после прохождения сюжетки. Это 8 слотов с дополнительными статами и возможность их синтезировать из 5 штук, как кристаллы и фрагменты световых камней. Но с мобов и раскопок вроде падают только левые руны светлые, а руны Ходун достаются в другом месте. В пустыне есть палатка для отдыха временного, чтобы не тратить воду, и свой маунт верблюд. Позже за массовый PvP 50 на 50 появится магазин, где будут слоны для пустыни с ускорением. Чтобы открывать новые поселения, нужно наступить на круглый портал, он на мини-карте отмечен серым цветом. Или подойти к каким-то NPC, если там нету поселения. В какое-то время будет возможность потратить монеты пустыни на рандомные награды с шансом чего-то дорогого, как в Храме Солнца. Помимо сюжетки здесь много квестов, некоторые из которых надо будет искать. В некоторых появятся дополнительные сюжетки. Данжи по заданиям помечены желтым столбом света, уходящего в небо и хорошо видного издалека. Они обновляются вроде раз в неделю. Их минимум 6 типов, но с разной сложностью. Я покажу прохождение основных данжей, которые мне были доступны за 2 дня, и награды за них. Также будет показано их расположение на карте. Это ресурсный данж. Он один из самых долгих и требует энергию. Вы просто бегаете между ресурсами и как можно быстрее собираете их. На миникарте можно смотреть их расположение. В конце появляются мобы. Если всех успеть убить, то собранные ресурсы умножаются. Дают ресурсы, точки и монеты пустыни. Это защитная башня против волн. Здесь ждем зарядку башни, значок справа вверху, и активируем его на боссах. Следим на карте за появлением летающих шариков снич, которые дают бафы, и спешим их разбить. Дают фрагменты реликвий. Это что-то типа Принц Персии, где в конце еще будет бой с мобами или с боссом. Тут первый раз могут быть небольшие трудности, но в целом несложно. Дают песок для алхимических камней.
Это групповой данж. Если у вас сильные твины, то самый простой данж. Здесь можно увидеть свою команду в нормальном данже, но управлять только мейном. Награда — древние плиты. This is the future. Evolution. Это простой данж с боссом, без особых хитростей, дают свитки покорения. Это второй уровень черепахи на 15 тысяч БС. В данже черепахи надо уничтожить ее ноги и голову. Тут есть бомбочки на всякий случай. В награду фрагменты световых камней. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. А это я нашел далекий данж с выбором сложности. В нем также проходишь волны, защищая башню, но в конце будет еще отдельный сильный босс. Также дают фрагменты реликвий. Здесь недоступный данж и непонятное подземелье. Это второй уровень Принц Персии. Здесь продвижение усложнилось и перешло в трехмерное. За него дают продукт магии. Это второй уровень ресурсного данжа, в нем все так же, как в первом, но наград побольше. И напоследок Шикоту за 2 миллиона выбил красную допку. Но рыжие падают не как у нас, явно чаще. It's all about humanity. Спасибо за просмотр, до свидания.